Всем привет! Сегодня будем делать с вами венок с искусственным хлопком. Самое время подготовить дом к Новому году. Для начала нужно продумать крепление. Я делаю веревочку, на которой будет висеть мой венок. Отрезаю бечевку и завязываю оба конца на венке. И вот такое крепление у меня получается. Теперь я беру ленту из мешковины и обклеиваю венок по кругу. Горячий клей проходит через мешковину, поэтому обязательно берите силиконовую лопаточку для того, чтобы не обжечься. Здесь я отрываю и приклеиваю снова, потому что наша мешковина должна проходить сбоку от веревочки. И начинаю обматывать лентой из мешковины венок по кругу, подклеивая ее в некоторых местах. И вот такой аккуратный венок у меня получается. Сейчас вы видите круглую сторону, а это плоская. Моя лицевая сторона будет как раз таки плоская. Я беру кору, ломаю ее на кусочки и приклеиваю эти кусочки к венку. Все пространство венка я заполняю крупными кусочками коры. Теперь беру кору и разделяю ее на слои. И маленькие кусочки уже приклеиваю на все те места, где коры нет. Когда всю лицевую сторону я заполнила корой, большими и маленькими кусочками, пришло время ее немного припорошить снегом. Я беру обычную акриловую белую краску и губку. Наношу немного краски на губку и пропечатываю белой краской кору. Силиконовой кисточкой я наношу краску на губку. Таким образом, краска на кору будет наноситься более равномерно. Венок отправляем подсыхать, а сами тем временем займемся изготовлением хлопка. Нам понадобится яичный лоток. С помощью ножниц я вырезаю одну ячейку из 10 и делаю из нее звезду с 4 концами. После чего расплющиваю ее и подрезаю ножницами все некрасивые места. Теперь на каждом конце нужно сделать рваный край. И с помощью влажной губки и коричневой акриловой краски я окрашиваю хлопковую коробочку. Отправляю заготовку высыхать и теперь приступаю к изготовлению хлопковых шариков. Для них я беру ватные диски. На один хлопок я беру 5 половинок от диска
и выкладываю их гладкой стороной к себе. Теперь половинки диска я разрезаю еще пополам. Нам тоже понадобится 5 штучек. И теперь эти половинки половинок нужно разрывать на маленькие кусочки и выложить в серединку ватных дисков. Делаем первый шарик. Наносим капельки клея на 3 стороны и склеиваем вот в такой мешочек. Дальше этот мешочек катаем об руку и получается шарик хлопка. Так я повторяю с оставшимися 4 ватными дисками. Кстати, хлопок можно сделать еще из 4 шариков, а не из 5. Теперь склеиваем каждый шарик между собой в ромашку. Готовые шарики вклеиваем в высохшую коробочку хлопка. Все готово, можно продолжать делать венок. Хлопок приклеиваю все так же на горячий клей. Теперь берем шишки. Можно взять такие крупные, либо же такие маленькие, как у меня. На весь венок у меня ушло всего 12 маленьких шишек. Теперь нужно добавить цвета. Я беру красные сахарные ягодки калины и приклеиваю их в связки по 2-3 штучки. Также в ход идут белые сахарные ягодки. Приклеиваю их поодиночке. Пришло время добавить еловую веточку. Я беру заснеженную ветку, отрезаю от нее небольшие сегменты и приклеиваю на венок. В конце я добавляю еще немного ягодок. Теперь я взяла незаснеженные маленькие ягоды калины и приклеиваю их в пучках по 4-5 штук. Остается еще немного заснежить нашу композицию. Все так же белую краску наношу на губку и прохожусь по выпуклым частям, особенно по шишкам и ягодкам. Вот и все. Чудесный новогодний веночек готов.
Осталось повесить его на дверь. Ну что, как вам? Будете делать?